Подержите мой паяльник, сейчас я покажу, как собирается настоящий Франкенштейн. Сделать апгрейд 3060M 6 ГБ на 12. Звучит как план. С самого начала мой проект пошел по сценарию худших китайских поделок. Материнская плата MSI с нерабочим чипом и без памяти. А в придачу донор на пломбе, под который меня ждал неприятный сюрприз. Знакомьтесь, это плата от игрового ноутбука MSI, и ее состояние описывается словом «крякнулось». Предыдущие мастера так усердно пытались ее починить, что с платы исчезли банки памяти. Паялся хаб, флешка BIOS, нерабочий видеочип. Выглядит как стопроцентный донор. Но ведь мы на канале Лэптопия. Мы не просто вернем этот MSI к жизни. Мы посадим сюда мобильный RTX 3060. Но вместо заводских 6 ГБ распаяем целых 12. Мы создадим монстра Frankenstein Edition, которого официально никогда не существовало. Да, экономически это нецелесообразно, но когда это нас останавливало? К тому же, имея такой прекрасно подходящий донор, ну как не пошалить? Чтобы создать нашего монстра, нужен донор органов, и я его нашла. Это десктопная видеокарта на мобильном чипе RX 3060. 3060M, если быть точной, сразу на 12 гигабайт. Идеальнейший донор, с которого мы пересадим все. На карте города красовалась заводская пломба. Ну, пломбы в наше время это просто наклейки по 3 рубля. Карта была куплена, проверена и убрана на полку на целый год. Что могло пойти не так? Давайте уже скорее снимать охлад. Иди сюда, иди к мамочке. Итак, что у нас тут? В принципе, видеокарта выглядит нормально, даже с учетом того, что это кастомная китайская поделка. А нет, показалось. А вот и первые неприятные сюрпризики. Сам видеочип оказался рабочим, но с приличным заметным сколом на кристалле. Думаете, это скол? Нет, сейчас я вам покажу настоящий скол. Жить будет, но осадочек, как говорится, остался. Впрочем, деваться некуда. Работаем с тем, что есть. Отправляем плату донор на станцию, предварительно заклеив кристалл каптоновым скотчем. Нижний подогрев приблизительно 320 градусов. Верх 340. Снимаем видеопамять. В качестве нижнего подогрева я использую Thermopro STM1712. Фен Aten ST862D. Я выпаиваю без флюса, но если вам удобнее, вы можете добавлять флюс. Наша задача аккуратно демонтировать главный орган нашего будущего Франкенштейна. Так, что-то я увлеклась, неоднозначно прозвучало. Ну, может и не главный, но точно важный. Демонтируем наш чип. Кстати, под ним не было флюса. То ли все отмыто, то ли какой-то флюс у них был нормальный. Но посмотрите, чип чистый. И это прям даже вау, приятно удивлена. Также не забываем подготовить посадочное место на плате MSI. И если посадочное место под чип было в порядке, то под видеопамятью явно нет. Не знаю, что за флюс, но очищается он только физически. Ни спирт, ни бензин, ни флюкс-офф ничего его не берет. Если встречались с чем-то подобным, пишите в комментариях. А мы переходим к реболу. Флюс для ребола я буду использовать Эрса. А вы на что реболите? Наношу и аккуратно размазываю силиконовой кисточкой. Ну все, красота. А пока никто не видит, можно и пальцем. Трафарет я использую от 3X. Ой, конечно же от XZZ. Реболить, кстати, буду на магнитной оснастке. Между магнитом и чипом силиконовый коврик. Универсальное, так скажем, решение. Напоминаю, шары у нас 0,5. Так что аккуратно рассыпаю шарики. Распределять их буду с помощью большой широкой пластиковой лопаточки. А раньше использовал лопатку от GD 900. Пошли, родимые. Давай, на свои места. Как там, на свое законное место или типа того. А если вдруг осталась парочка пустых мест, аккуратненько, пинцетом, на место. Оплавляю. Все те же 340 градусов на фене. Почти готово. Ну все, посмотрите, какая красота. Равняйся, стройся. И все шары на месте. Я думаю, что видно. Осталось дождаться, когда шары застынут. Снимаем трафарет. Внимательно осматриваю чип. Надо убедиться, что все шары на месте. А нет, смотрите-ка, один остался.
Немножко сплюснула пинцетом и на место его, на место. Конечно, так делать не обязательно. Вы можете просто установить шарик и уменьшить поток воздуха на фене, и все отлично запаяется. Еще раз оплавляю. Может показаться, что он больше по размеру, но это не так. Сейчас добавим капельку флюса, еще раз прогреем и сами все увидите. Флюс я добавляю на уже чуть застывший припой. Когда он оплавлен, я этого не делаю. Отлично, надо дальше продвигать свои дела. Еще раз оплавляю шары, но на этот раз без трафарета. Ну все, теперь готово. Все идет как по маслу, но стоило мне переключить внимание на банки памяти, как весь мой оптимизм улетучился. Итак, память. Я использую вот такую оснастку. Это такой гибрид AMAOE и XZZ. Магнитная оснастка от XZZ, а вот эта штука от AMAOE. Немного поработает напильником и подойдет. Расставляем 6 чипов памяти, и сейчас будем их готовить к присадке. Припой на этой банке, мягко говоря, выглядит странным. Похож на низкотемпературный припой. Конечно, я не уверена, но не выглядит он как припой здорового человека. Оуч! А вот в соседней банке как-то нехорошо. Очень нехорошо. Но если вы думаете, что это и есть проблема с памятью, боюсь, что нет. Сейчас я вам покажу кое-что похуже. Но обо всем по порядку. Явно маске плохо, и оставлять в таком состоянии нельзя. Нужно посмотреть масштаб повреждений и нужно ли тут что-то восстанавливать или не нужно. Я вообще не представляю, как это работало. То есть плата пролежала год и сгнила? Вернее, чип, но неважно. Так, давайте поработаем немножко паяльником. Пропаиваем все это новым припоем и убираем оплеткой. И если вам кажется, что это плохо, то да, это плохо. Но там есть кое-что и похуже. Вот эта вот красота – ничто. Вы сюда посмотрите. Наверное, сразу непонятно, но я сейчас приближу. Вот это реально полный конец обеда. Стоит приблизить, и выясняется, что контактов-то почти нету, они все сгнили. Ни 1, ни 2 и даже не 10. Как позже выяснилось, 29. Активный китайский флюс просто сожрал посадочные места под БГА-шары. Медь превратилась в труху, дорожки просто разъела кислотой. Реставрация этой гнили настолько долгая, нудная ювелирная работа, что если бы я ее сюда вставила целиком, ролик бы шел часа 3. Поэтому я восстановила эти пятаки в прямом эфире на моем втором канале Laptopia Live. Мы там, как обычно, посидели до глубокой ночи. Ну, вы же знаете главное правило, когда ремонт затягивается, а на часах полночь, холодильник открывается. Так что под чаек, ночные перекусы и шутки-утки в чате мы восстановили почти 30 посадочных мест. А если кто-то хочет увидеть этот хардкор, то ссылка на запись стрима ждет в описании. Залетайте и подписывайтесь. Но знайте, пути назад нет. Для этого канала магия монтажа. 3 часа превращаются в несколько секунд. Не идеально, но вполне себе неплохо. Донорские органы наконец-таки подготовлены. Так что время возвращаться к нашей материнской плате MSI, которая уже заждалась. Эти проклятые банки наконец восстановлены. Мы готовы собирать нашего монстра. Для начала позиционируем сам видеочип. Не забываем это делать по ключу. А также 6 банок памяти. Не забываем, что у нас есть 2, мягко скажем, подозрительные банки, в работоспособности которых мы не то чтобы сомневаемся, мы верим. Вот именно их я и отметила зеленой маской. Если вдруг что-то пойдет не так, мы хотя бы будем знать, какие именно банки нужно будет менять. И с верой в лучшее предлагаю запаять их. Температура фена все так же 340 градусов.
А прежде чем полноценно включать с SSD, надо все-таки проверить мат-смоц и все дела. И да, к сожалению, у нас тут есть проблемка. И если вы внимательно посмотрите, то проблемка из одного вот этого маленького резистора, после замены которого все стало окей. Винда грузится, но на этом модификации не заканчиваются. Потому что мало просто запаять 12 гигабайт, нужно еще заставить их работать нормально. Во всяком случае, видеокарта без 43-й ошибки, что уже хорошо. Все еще видится 6 гигов, но видится. Давайте разбираться, как сделать так, чтобы виделись все 12. Board View на эту плату есть. Отзеркалим ее, чтобы она соответствовала положению элементов на плате. И давайте смотреть. Нам нужен Strap 0. И мы видим два резистора R60 и R63. Это парочка на обратной стороне платы. R60 одним выводом сидит на земле, значит низкий. Соответственно, R63 высокий. Эта информация нам понадобится, когда мы будем выставлять конфигурацию. Надо будет посмотреть на плате, в каком они сейчас положении. Далее Strap 1. Это у нас R274 и R275. Отлично. Кстати, где-то тут вот был резистор, который был в обрыве. Как раз где-то в обвязке U34. Поэтому он и не смог вычитать видеобиос. Да, R284 был в обрыве. Маленький поганец. Итак, мы возвращаемся к Strap 1. R274 низкий, R275 высокий. С этим мы разобрались. Последний Strap 2. То, что нам осталось. Третий по счету, но он так называется Strap 2. Как раз рядышком R238 высокий и R239 низкий. И нам еще нужно глянуть конфигурацию, которую нам нужно будет выставить под память. Пришлось продолжить последовательность. Рабочая конфигурация на этот ноутбук оказалась под номером 9. Отсчет идет с нуля. Low, medium, low. И что это значит? А это значит, что нам нужно допаять всего один резистор. Давайте уже запаяем этот резистор, подадим туда электричество и пусть уже этот монстр оживет. Последние проверки и давайте уже включать. Из куска текстолита, без памяти, с нерабочим видеочипом, благодаря донору с гнилыми пятаками на памяти и ГПУ со сколом, мы сделали MSI 3060M на 12 гигов. Мы его не просто собрали с того, что было, мы его оживили. Франкенштейн официально ожил. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и залетать на канал Лэптопе Лайв, чтобы не пропускать все веселье в прямом эфире. С вами была мадам Екатерина и встретимся у холодильника. Этот готов. Заноси следующего.